Привет! Вы на канале Большой Бисквит. Сегодня я готовлю вкуснейшие булочки-улитки с заварным кремом и изюмом. В этом рецепте я буду использовать обычное дрожжевое тесто, заварной крем патиссьер и изюм. Итак, давайте готовить. И первым делом приготовим заварной крем. Для этого нам понадобится молоко, сахар, яйцо, ванильный сахар, крахмал, сливочное масло 72% жирности вполне подойдет. Молоко, не доводя до кипения, подогреем в сотейнике. В отдельной емкости смешаем сахар, ванильный сахар, крахмал. Лучше использовать кукурузный, но картофельный тоже подойдет. И объединяем все сухие ингредиенты, чтобы разбить комочки крахмала. Так будет нам легче. Далее добавляем яйцо и постепенно смешиваем с сухой массой до полного объединения. Как только все стало однородным, начинаем добавлять молоко. И после первой порции сразу интенсивно перемешиваем, чтобы белок и яйца не свернулись. Далее добавляем оставшееся молоко и превращаем в однородную массу. Возвращаем все в сотейник и на медленном огне, чуть ниже среднего, завариваем крем. Посмотрите, крем начинает готовиться прямо на глазах. Это занимает считанные секунды. Не забывайте постоянно перемешивать крем, чтобы он не подгорел ко дну. Помните, в заварном креме это очень важно. Когда крем полностью заварится, проварим еще секунд 30. И можно перекладывать в емкость для остывания, накрыв пищевой пленкой в контакт, чтобы крем не заветривался. Сливочное масло обязательно нужно использовать комнатной температуры. Взбиваем миксером несколько минут от 3 до 5. До увеличения массы и посветления. Далее объединяем масло с уже готовой нашей заварной массой. Также заранее подготовим изюм, промыв под проточной водой и запарив в горячей воде. А сейчас приступим к самому тесту. Для этого нам понадобится мука, молоко, соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, масло и живые дрожжи. В теплое молоко температура молока должна быть не выше 37 градусов. Отправляем сразу же весь сахар. Туда же идет наши дрожжи. Немного разомнем. Далее от общей массы муки добавим буквально 2-3 столовые ложки. Тщательно смешаем и оставим пока в сторонку. Тесто для булочек я буду замешивать с помощью тестомеса, но можно вымешать и руками. Итак, оставшуюся муку обязательно просеиваем. Это поможет избавиться нам от комочков, излишней примеси и также обогатит муку кислородом. Следом идет ванильный сахар и соль. Тем временем наши дрожжи активизировались и уже готовы отправляться к муке. Добавляем одно яйцо и начинаем аккуратно вмешивать жидкую массу. Любой пекарь, который занимался выпечкой, да особенно дрожжевой, знает, что мука может отличаться. И даже одного и того же производителя разных партий или выработок мука может существенно отличаться. Поэтому если видите, что данного количества муки вам не хватает и тесто довольно жидкое, вот как у меня,
оно не собирается и клейковины достаточно мало, добавляем еще 20-30 грамм муки. Продолжаем вмешивать муку в тесто, пока тесто не начнет наматываться на крюк, как на видео, или же не начнет отставать от рук, если замешиваете руками. И как только тесто собралось в один ком, оно готово. Посмотрите, какое оно эластичное. Делаем гладкий шар и помещаем в емкость, смазанную растительным маслом. Накрываем полиэтиленовым пакетом или стрейч-пленкой и отправляем в теплое место на расстойку. Спустя 1 час тесто хорошо поднялось. Оно очень нежное, воздушное. Посмотрите, какое воздушное облако. Я обожаю дрожжевое тесто. Делаем ему обминку и снова делаем гладкий шар. Смазываем емкость растительным маслом, смазываем колобок растительным маслом, снова накрываем и отправляем на вторичную расстойку. После второй расстойки тесто готово. Вы только посмотрите, какое оно воздушное. Просто какая-то сладкая вата. Рабочее место обязательно припыляем мукой. Сверху теста тоже можно подсыпать муки, чтобы тесто не прилипало к скалке. И раскатываем в пласт толщиной 5-7 мм. Постарайтесь сделать прямоугольный пласт, чтобы все булочки были равномерными. Но если у вас этого не получится, то это не критично. Далее уже наш готовый заварной крем распределяем по тесту равномерным слоем. Не бойтесь сделать больше крема, так булочки будут только вкуснее. Главное распределить его ровным слоем, так булочки получатся вкуснее и красивее. Не доходя до края теста, сверху вы можете это видеть, добавляем также изюм. Распределяем равномерно и начинаем закручивать в колбаску. Сначала делать это очень аккуратно, чтобы в центре не было пустот. Так наши завитушки получатся красивее. Не сильно прижимая тесто, закручиваем все тесто в рулет. С таким тестом работать одно удовольствие. Это просто нежнятина. Свободным краем теста будет удобно защипнуть рулет, чтобы начинка не вылазила наружу. Делаем эту процедуру очень аккуратно. После защипа переворачиваем рулет швом вниз. Немного припыляем сверху, немного припылим нож мукой и начинаем отрезать примерно по 2-2,5 см части, стараясь не деформировать и не сжать рулетики. Вот такие улитки у нас получились. Эти заготовки отправляем сразу же на противень, смазанным подсолнечным маслом, либо застеленный тефлоновым ковриком, как у меня, или пергаментной бумагой. Накроем полиэтиленом и оставим на расстойку на 15-20 минут. Прямо перед выпечкой смажем булочки яйцом с молоком. Можно использовать желток с водой. Это на ваше усмотрение. Булочки будем выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до румяности. И вы только посмотрите, какие булочки у нас получились. Запах стоит обалденный. Ванилин, сливочное масло, запах сдобы. Удержаться, чтобы не попробовать, просто невозможно. Посмотрите, какие нежные внутри, как они ломаются.
Весь подробный рецепт вы найдете под видео. Обязательно попробуйте сделать эти булочки и напишите ваше мнение в комментариях. Я же с вами прощаюсь. Всем хорошего и сладкого настроения. Пока.